Старик однажды купил почти умирающего жеребенка, над которым все вокруг только смеялись. Люди говорили, что он не проживет и дня. Но старик выходил его, откормил, дал ему имя и даже не подозревал, что через несколько месяцев именно этот конь станет его последней надеждой. В то утро Михаил Сергеевич вовсе не собирался ничего покупать и не думал задерживаться на сельской ярмарке дольше обычного. Он пришел туда скорее по старой привычке, которая сопровождала его долгие годы. Пройтись вдоль рядов, вдохнуть запах свежеиспеченного хлеба, послушать людской гомон, перекинуться парой слов со знакомыми и ненадолго вернуться мыслями в прошлое. Ярмарка жила своей шумной жизнью. Торговцы зазывали покупателей, спорили о цене, дети носились между прилавками, где-то звучала гармошка, и Михаил Сергеевич медленно шел, иногда останавливаясь, но взгляд его был скорее рассеянным, чем заинтересованным. В кармане лежали деньги, отложенные на лекарства, и он прекрасно понимал, что тратить их нельзя. Немного постояв у одного из прилавков, он уже собирался уходить, когда вдруг услышал насмешливый голос. «Да кому он нужен? Заберите хоть даром, все равно пропадет». Слова прозвучали резко, и старик невольно обернулся. У самого края площади, подальше от толпы, стоял мужчина, рядом с которым был привязан жеребенок. Тот выглядел так, будто жизнь едва теплилась в нем. Он был худой до крайности. Ребра выступали под кожей, ноги дрожали, словно он не мог удержаться. Голова была опущена, но в глазах все еще горела слабая искра. Не желающая гаснуть, Михаил Сергеевич медленно подошел ближе, словно боялся спугнуть эту последнюю надежду, и тихо спросил: «Сколько?» Продавец усмехнулся и ответил: «Да что есть, зато и бери. Мне он не нужен, только место занимает, все равно не жилец». Старик замолчал на мгновение. Он понимал, что делает, понимал, что отдает последние деньги, нужные ему самому, но отвести взгляд уже не мог. Внутри что-то болезненно сжалось, и решение пришло само собой. Он достал аккуратно сложенные купюры, немного помедлил и протянул их. Продавец пожал плечами, забрал деньги и отвязал веревку. А спустя несколько минут Михаил Сергеевич уже шел по дороге в свое село Березовка, бережно неся жеребенка на руках, стараясь не причинить ему боли. Дома он сразу расстелил в сенях мягкое сено, аккуратно уложил на него жеребенка, укрыл старым тулупом и принялся за дело. Не теряя ни минуты, он подогрел молоко, добавил немного меда, осторожно поил, затем заваривал травы, которые собирал летом, растирал худое тело, возвращая тепло. Ночью он не раз просыпался, подходил, наклонялся, слушал дыхание и, убедившись, что оно есть, облегченно вздыхал. «Держись, не сдавайся», — тихо шептал он, словно же ребенок мог понять. Дни тянулись медленно. Сначала казалось, что ничего не меняется. Но старик продолжал ухаживать, не позволяя себе ни усталости, ни сомнений, и через неделю жеребенок впервые попытался подняться. Ноги дрожали, он едва держался, но все же встал. Михаил Сергеевич стоял рядом, боясь даже пошевелиться, чтобы не спугнуть этот момент. Еще спустя время жеребенок сделал несколько неуверенных шагов по двору, а затем, заметив хозяина, тихо фыркнул. В этом звуке уже не было отчаяния, только доверие. Тогда старик улыбнулся и сказал: «Будешь ветер». Имя словно сразу стало его. С каждым днем ветер креп. Движения становились увереннее. Взгляд живее. Он уже не напоминал того слабого, почти погибшего жеребенка. Наступила следующая зима, и она выдалась особенно суровой. Морозы сковали землю, метели не утихали неделями. Дороги заносило так, что порой нельзя было пройти даже пешком. Однажды глубокой ночью в дверь Михаила Сергеевича настойчиво постучали. Он проснулся, накинул тулуп и открыл.
На пороге стояли соседи, встревоженные и почти отчаявшиеся. У них тяжело заболела девочка. Она задыхалась, и каждая минута могла стать последней. Срочно требовались лекарства, но дорогу полностью замело. Старик молча выслушал, посмотрел на бушующую метель и ни секунды не колебался. «Я привезу», — коротко сказал он. Через несколько минут он уже выводил ветра во двор. Конь чувствовал тревогу, нервно перебирал ногами, но не отступал. Старик погладил его по шее и тихо сказал: «Придется, друг», и направил его прямо в снежную бурю. Сначала они шли по знакомой дороге, но вскоре снег окончательно скрыл ее. Вокруг осталась лишь белая пустота. Ветер завывал, сбивал с ног. Колючий снег бил в лицо. Мороз пробирал до костей. Михаил Сергеевич чувствовал, как силы уходят, как тяжелеют руки, как все труднее держаться. Он понял, что они сбились с пути. И в этот момент ветер вдруг остановился. Резко фыркнул и потянул в сторону. Старик попытался направить его обратно, но конь упрямо стоял на своем. Тогда он замер, закрыл глаза и отпустил поводья. «Веди», — прошептал он. Ветер пошел вперед, осторожно ступая, словно видел дорогу сквозь снег. Он обходил невидимые препятствия, сворачивал там, где путь казался прямым, но был опасен. Время тянулось бесконечно, но впереди, наконец, появился слабый огонек. Они добрались, забрали лекарства, но впереди был еще более тяжелый обратный путь. Сил у старика почти не осталось. Он держался из последних сил, но в какой-то момент не выдержал. Обмяк, и поводья выпали из его рук. Ветер сразу почувствовал это. Он остановился, повернул голову, тихо фыркнул, словно звал, но ответа не было. Тогда он подставил шею, удержал старика, не дав ему упасть, и медленно пошел дальше сквозь ветер и снег, неся на себе его жизнь. Когда они добрались до дома, ветер заржал так громко и отчаянно, что люди услышали, выбежали и вытащили старика. Он был холодный и не подавал признаков жизни. Кто-то уже сказал, что все кончено, но один мужчина наклонился и заметил едва видимый пар. «Дышит!» — крикнул он, и началась новая борьба. Старика растирали, укутывали, поили горячим настоем, не отходили ни на минуту. Время тянулось мучительно долго, но вдруг он застонал. Слабый звук, который означал главное. Он жив? Когда Михаил Сергеевич открыл глаза, первым делом он прошептал: «Где ветер?» Ему ответили: «Стоит у крыльца, не уходит». И действительно, конь стоял. Словно ждал. Через несколько дней старик, все еще слабый, вышел к нему. Ветер тихо фыркнул, подошел ближе и ткнулся мордой в его плечо. Михаил Сергеевич обнял его за шею, прижался и прошептал: «Спасибо тебе, друг». И в этот момент стало ясно, что когда-то спасенная жизнь вернулась к нему сторицей.